Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От какой женщины нужно бежать? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Вы человек, в принципе, самодостаточный. Я не могу сказать, что у вас есть какие-то финансовые проблемы. Но вот знаете, что мне нравится? Вы настолько человек страстный. У нас настолько вот сегодня показывает, да, вот жезлов довольно много. Вот вы жезловый король. Это может проигрываться, начиная от того, что вы огненного знака зодиака. Напишите, кто из вас огненный знак. Помимо этого, вы потрясающий любовник. Причем у вас именно вот этой сексуальной энергии еще ого-го. И даже не прибедняйтесь, ребята, потому что даже если вы кто-то в возрасте уже, ну там 50 плюс, 60 плюс, да, когда, казалось бы, уже все, многим уже ничего не хочется, то вам хочется еще и как. Как говорится, есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, да. Другое дело, что у вас нет такой партнерши, которая могла бы, ну, разрядить вас, так скажем, по-простому, да. Понятно, что у некоторых, поскольку это общий расклад, есть такие легкие отношения, но я сейчас говорю, как всегда, о серьезных отношениях. Кто меня смотрит, да, то вы знаете, что я всегда акцент делаю на серьезных отношениях. Здесь женщина, которая была в вашей жизни, она находится далеко. Вы однозначно сейчас живете один, скорее всего. Могут проигрываться легкие романчики, но это все так, несерьезно, это проходящее. Но то, что нехватка, вот именно нехватка любви. Вы соскучились по страсти, вы соскучились по тому состоянию, когда хочется вот любить и быть любимым. Именно по этому состоянию. Не просто потому, чтобы там покувыркаться, нет. Хотя вы, да, вы потрясающий любовник, вы страстный, вы опытный, этого никуда не денешь. Но нехватка, вот нехватка из-за того, что, знаете, вот вас так то ли воспитали, ну уж так вы слишком серьезно настроены в выборе своей партнерши, новой партнерши. У вас очень серьезный подход в выборе женщин. Вы не будете кидаться лишь бы на кого. Для вас это очень важно. Для вас это даже в какой-то степени, ну, даже, наверное, проблематично, потому что прошлый опыт сказывается. Есть и моменты недоверия, есть моменты опасения, да, вот особенно у кого проигрывается предательство. Здесь довольно тяжело вам вообще кому-то открыться и впустить в свою душу и в свое сердце. Поэтому у вас и есть эта самая нехватка. Нехватка от этих вот любовных эмоций, от настоящей такой любви. Вы человек также, который, знаете, вы то ли слишком много вот читаете, либо же много видео смотрите. Вот именно, ну, какие-то познавательные. Не просто там, знаете, какие-то безделушки, лишь бы о чем. Вы человек всесторонне развитый. С вами довольно интересно общаться. Вы можете поддержать любой разговор. В принципе, вы, ну, такой достаточно коммуникабельный человек. С вами интересно, вот интересно во всех смыслах. И страстно, и интересно, да, что немаловажно. А в работе вы, кстати, вы требовательны и к себе, и к другим. Вы не терпите, ну, какой-то фальши, вы не терпите, вот даже в работе, вот брака какого-то не терпите, халтуры, да, вы обычно все стараетесь делать качественно. И того же требуете и от других. Так, далее, что еще в вашей жизни есть? Смотрите, да, в вашей жизни была дама, которая
Опять же, ну она у нас из расклада в расклад переходит. Дама, любящая деньги. Это дама, которая может даже сейчас вот некоторым надоедать, да, вот некоторым из вас может надоедать звонками, смс-ками, да, какие-то вот нерешенные дела, проблемы могут быть. То есть она как будто навязывает свое общение. Может проиграться даже ситуация, когда вы, допустим, с ней длительный какой-то период не общались, здесь хопа, она появилась. Вот с бухты-барахты просто она появилась под каким-то предлогом, но вы стараетесь так от нее всячески, сгинь, нечистая, сгинь, да? Вот не хочется с ней общаться, слишком много воспоминаний негативных, слишком много плохого. Вы только вот начали как-то вот настраиваться на позитив, да, вы начали настраиваться на новую жизнь, на жизнь без нее, да. Ну, понятно, у кого-то это было раньше, я сейчас так говорю, просто кто-то сейчас настраивается, кто-то это, ну, этот этап был в прошлом, я думаю, вы это понимаете. Потому что кто-то месяц назад разошелся, а кто-то 10 лет назад. То есть вы просто под себя переворачиваете. Это я говорю для новичков, для гостей канала, да, кто первый раз у меня на канале. То есть я не могу под каждого описывать все ситуации. Далее, вы человек очень такой, ну, светлый, солнечный. У вас даже какая-то, вот знаете, то ли энергетика даже, ну, настолько такая светлая, настолько, ну, как же это сказать, вот к вам тянутся люди. Могут даже быть ситуации, когда к вам тянутся даже вот посторонние люди. Вот знаете, допустим, ну вот, к примеру, такой простой элементарный пример, просто чтобы вы поняли. Ну, допустим, вот вы едете в поезде, да, либо в автобусе, и с вами начинает разговаривать совершенно посторонний человек. Вот и начинает изливать вам душу, да, то есть энергетически люди вас чувствуют, что вам можно рассказать, с вами можно поделиться, да. Вы можете в очереди, там большая очередь, допустим, в магазине, вы можете стоять в очереди, и с вами начинают посторонние люди рассказывать о своей жизни, такое-сякое, все, да. То есть вы притягиваете людей, люди чувствуют, что вы хороший человек, что вам можно довериться. Напишите, были у вас такие моменты в жизни или нет? Кстати, я вам сейчас скажу такую вещь, может быть, она кого-то из вас и шокирует. Ну, похоже, что в прошлой жизни вы были, ну, чуть ли не монахом. Ну, по крайней мере, вот каким-то священнослужителем, вот что-то связанное с религией у вас было. Это такой маленький секрет, я вам приоткрою. Верит кто-то в это или не верит, это уже другой вопрос. Но я вам сказала, что вижу, то и говорю. Итак, от какой же женщины бежать, да? Давайте разбираться. В вашу жизнь придет новая любовь, новое знакомство. На первый взгляд вам покажется, что это судьбоносная женщина. Настолько будет легко, настолько будет классно, да? Но с другой стороны, вас что-то будет в ней смущать. Вы будете, ну вот как будто интуитивно чувствовать, что что-то в ней не то. Вот что-то вы чувствуете, да, а понять не можете. Эта женщина будет моложе вас. Она будет, знаете, такая, ну, я не скажу, что она слишком активная, слишком темпераментная. Нет, она такая более спокойная. Ну, моложе вас будет, заработок, ну, средний, небольшой и не маленький, такая серединка у нее будет, среднего достатка. Я не скажу, что она там себе на уме, но вот характер у нее, это «держите меня семеро» называется. Вот сейчас мы с вами посмотрим, что она будет чудить и что она будет вытворять. Знаете, вот здесь такая ситуация, что с одной стороны она вам будет нравиться. Вот будет нравиться, а с другой стороны, ну тяжело с ней, вот ну тяжело морально. Вы знаете, вот будете в каком-то таком своеобразном тупике, что ли. Вот непонятно, что происходит, да. Уже и другой бы послал куда подальше ее, да, вот за все ее какие-то вот тараканы. А вы не можете, вот не можете, вот такое вот, знаете, состояние какое-то двойственное. С одной стороны, она нравится, хочу быть с ней,
С другой стороны тяжело. Почему тяжело? Чем тяжело? Чем больше вы будете ее узнавать, тем больше она будет вам открываться, ну, как бы с новой стороны. Это женщина, которая на первый взгляд вам покажется такая, ну, самая обычная женщина, такая простенькая, да, не со звездой во лбу, это точно. Она будет становиться с вами более уверенная в себе, она будет становиться более такой требовательной. Причем вы ее опять же сами разбалуете. Вот не делайте повторных ошибок. Вот я вас сейчас просто призываю, не делайте повторных ошибок, дабы не обжигаться повторно. Поскольку вот вы влюбитесь в нее, да, будете вкладываться, но без этого никуда. Какие-то посиделки, какие-то подарки, поездки, да, вот, ну, вся вот эта романтика, ну, то есть это все нормально, в общем-то. Просто не переусердствуйте. Вот в пределах разумного, потому что вы начнете вот со своей колокольни, со своей такой вот добродушности, да, вы начнете слишком сильно опять в нее вкладываться. Слишком. Она начнет потихонечку борзеть. Она начнет потихонечку выносить вам мозг. Она начнет, ну, все больше показывать свой характер. Вот если поначалу она казалась вам такая, ну, вернее, будет казаться, да, такая тихая, скромная, ну, потом она даст вам прикурить. Давайте будем смотреть, что она такое будет чудить. Это будут какие-то, знаете, такие поступки, которые вас, ну, порой будут в шок, в какой-то ступор вводить, что ли. Она может становиться периодами капризной девчонкой. Вот сегодня я хочу это, завтра я не хочу. Вот сегодня вот мы поедем туда, а завтра вот я уже передумала. Ну, в таком плане, да, вот хочу, не хочу, вот это едем, не едем, вот эти постоянные качели, они вас какой-то период, они, ну, реально вас вымотают. Вы уже не так будете даже обращать внимание на то, что она там может быть суперлюбовница, что она там внешне неплохая, да. Вы начнете задумываться, что да нахрена ж мне это надо. Снова вы выпадаете императором. Император, ну, в принципе, не может позволять, чтобы до такой степени с него вели веревки. Это ваша проблема по жизни, что вот женщины из вас вьют веревки. Я уже не раз говорила в своих видео, не очень-то хочется часто повторяться. Ну, смотрите просто, чтобы ваша такая вот влюбленность, чтобы не сыграла злую шутку над вами. Потому что, смотрите, вам-то хочется семьи, да, вот если вы будете выбирать женщину, вы будете, ну, с прицелом на серьезные отношения выбирать, да, вы не для романтика. Вы будете выбирать именно для серьезных отношений, для семьи, для любви. Это же дама, которая поначалу, вот, да, казалась, ну, вернее, будет казаться вам такая вся тихая, скромная, да, как будто... Ну, как будто она станет совершенно другим человеком. Семья с ней, ну, не годится. Вот не годится с ней абсолютно семья. Вот с этой женщиной, упаси Господь, вообще создавать семью. Потому что вот она по башне, вот сразу у нас вот семья рушится. Если кто из вас захочет, да, вот несмотря на характер, на вот эти эмоциональные качели вот этой женщины, несмотря на то, что она, ну, всякие выкидоны вам будет вытворять, и вы все равно рискнете жить с ней, а тем более законный брак, но он распадется просто, но это очень четко видно. Вы будете, смотрите, если вы захотите с ней, ну, жить, я имею в виду, да, встречаться это такое, это там, покуролесил и до свидос. А вот именно сейчас говорю, если жить. Вы, во-первых, будете чувствовать себя как будто, ну, знаете, как в золотой клетке. Она вам покажет, знаете, не то, что свой характер, она покажет свое вообще нутро. Я даже не знаю, как это назвать, свое естество. Видите, как у нас
перевернулся расклад. Поначалу, да, такая вроде бы женщина такая тихая, да, неактивная особо, а здесь она чуть ли не в фурию превратится, понимаете? Поэтому я почему делаю акцент, вот что ждет тех, кто из вас захочет все-таки рискнуть и жить с ней. Она посадит вас в золотую клетку, она запретит вам общаться с друзьями, запретит вот эти все там рыбалка, охота, посиделки с друзьями. Это вообще вы забудете. Она, знаете, она устроит какую-то, ну, по типу диктатуры, что ли, такой матриархат. Она будет решать, что вам делать, куда ходить, куда звонить, кому писать, да, ну, я сейчас утрирую немножко, но вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть здесь будет такой тотальный контроль. Женщины такого типажа, они однозначно будут лазить по телефонам, они будут высматривать, кому вы звонили, кому вы писали, они будут лазить по вашим страничкам в соцсетях, по вашим мессенджерам. Ну, другое дело, что, да, мужчины обычно, если, ну, и женщины, в принципе, если захотят там налево сходить, да, что-то там, то они, естественно, это все удалят. Но сейчас не об этом. То есть это такой тотальный контроль, это вот именно по восьмерке мечей, это тотальное ограничение вашей жизни, ограничение во всем, понимаете? Поэтому с этой женщиной, ну, вы будете просто задыхаться. Если поначалу, да, вот вроде бы она вам нравилась, да, там и секс, и все, туда-сюда, если вы будете жить, еще раз говорю, упаси Господь с такой жить. Почему я так плотно и остановилась? Встречаться, да, ради Бога, да? Можно там, если, допустим, зубки показала, исчезнуть на недельку, пусть перебесится, не общаться, да, вы своей жизнью заняты. Но жить с такой. То есть, смотрите, к чему я еще хочу вам сказать, что когда вы знакомитесь с новой женщиной, всегда обращайте внимание на ее какие-то слова, на какие-то даже мелкие поступки, потому что нужно учиться читать между строк, что человек говорит о других, как он отзывается о той или иной ситуации, да? То есть, понимаете, вот такое же отношение, как к другим, через время будет и к вам. Если она позволяет, допустим, ну, в своих рассказах, да, вот может быть вам женщина какая-то, ну, расскажет, что она сделала какую-то подлость кому-то, да, пусть даже это бывший, да, вот ее, к примеру, то знайте, что придет момент, и какую-то подлость она сделает и вам. То есть вы должны уяснить, что, ага, этот человек склонен к подлости. Либо же этот человек склонен там, я не знаю, ну какой-то истерике, да, может быть, она вам расскажет, ну это я сейчас в общем говорю, да, это вообще о женщинах, не именно об этой. Может быть, вам женщина когда-то скажет, что она там закатила истерику своему бывшему, да, знайте, что придет время, она закатит истерику вам. Поэтому фильтруйте, обращайте внимание на все мелочи. В нашей жизни все начинается с мелочей. Это очень важно, это очень полезно. И знаете, это настолько интересно. Я уже буду заканчивать расклад, но, конечно же, без психологии никуда, потому что психология – это вот кто из вас увлекается ней, это настолько интересная наука. На самом деле, если вникнуть, психология вообще вокруг нас, везде. Начиная от того, какую вам открыточку прислали, да? Ну, в том же мессенджере, либо же там, я не знаю, в соцсетях где-то. Какой смайлик вам прислали. Уже даже анализируя эту открыточку, этот смайлик, можно понять, как вам человек относится. Кому первому вы отправляете открытки? Это говорит о том, что человек вам более важен, да, вот сначала вы любимым, важным людям отправляете, а потом всем остальным. То есть это очень интересно, я вам советую, да, вот кто, может быть, не очень так углублялся, вот почитайте на досуге психологию, хотя бы некоторые моменты, это очень-очень интересно. Поэтому я вас предостерегла, как могла, именно от семейной жизни, ну, либо же даже от гражданского брака с этой женщиной.
Вот это вот такая, знаете, поначалу скромняжечка в каком-то смысле, да, которая превратится очень быстро в фурию и в диктатуру. Ну, это совершенно не то, что вы ищете, я просто уверена. Поэтому вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!